Labdien! Kārtējā reize šajā ciklā glābts, lai glābtu. Un šoreiz mēs viesojamies bēgļu centra, Pestīšanas armijas bēgļu centrā Rīgā. Un par šo vietu, un mazliet arī par sevi mums vairāk pastāstīs šīs nedēļas ciemiņš Anželika. Labdien! Un viņai ir arī šodien līdzi palīgs, kas viņu iedvesmos, Maša. Šī ir tā atkal tā reize, kad mēs sarunu turpināsim krievu valodā, kaut arī patiesībā Anželikai nebūtu problēmas, man liekas, lielas, to darīt arī latviski. Bet mēs neapgrūtināsim pārāk, nebiedēsim, tāpēc būs krieviski. Bet, ja jūs nospēdīsiet uz subtitru pogu, tad tur būs pieejams arī tulkojums latviešu valodā. Tad, labdien vēlreiz! Labdien! День добрый! И обычно мы начинаем с вопросом, с которым я только что ее уже напугал. Кто такая Анжелика? В первую очередь я мама, жена и работник армии спасения. В данный момент я работаю руководителем Центра для беженцев. Да. Можешь поделиться своим путем в эти помещения? Как сюда оказалось? Да. Изначально я сюда попала как просто в один из центров помощи беженцам, так как я сама являюсь беженкой. И здесь был гуманитарный склад одежды. Мы приходили за одеждой, за обувью. Вот. И так как было этих центров по городу достаточно много, каким-то таким чувством мне показалось, что здесь очень приятно, здесь такие приветливые люди, улыбались, и я здесь почувствовала, что я здесь тоже нужна, и я стала приходить, помогать, и стала волонтером армии спасения. Вот. А потом мне предложили работу. И работу сразу руководителем? Нет, сначала я была администратором, мы организовывали выдачу продуктов для беженцев, помогали всячески, а потом мы открыли этот центр для беженцев, дневной центр, куда все желающие могут прийти и как вернуться к нормальной жизни, почувствовать себя в обществе своих одномысленников, единомышленников, и научиться чему-то новому, помогаем интегрироваться, адаптироваться, даем какие-то советы. И главной очередью мы даем им примеры, что все возможно, можно пережить эту боль. Главное не падать духом и найти себе людей, которые тебя поддержат, поставят на ноги и отпустят дальше жить. Этот цикл интервью называется «Спасен, чтобы спасать». Это такое одно из девизов армии спасения. И я тоже обычно, когда смотрю вокруг, тогда ищу, где есть те рассказы, когда именно человек приходит как нуждающийся, а потом уже остается как дающий. И именно когда было открытие этого центра беженцев, сначала это была просто часть такого социального служения армии спасения тут в Риге, потом уже оформился такой конкретный отдельная институция. Но при открытии ты свидетельствовала, и тогда очень мне и, по-моему, всем, кто тут в этом помещении находились в тот момент, очень затронуло твой рассказ, что вроде государство-то дало там тут в Латвии место, где быть, там гостиницы открыли свои двери и всякое такое, но именно где днем быть, как говорил, что Машу с утра отпускаешь в детский сад. Была проблема с тем, дальше? Была проблема именно с тем, что ты не чувствуешь себя нужным, и нужно было человеку, каждому человеку нужно место, куда он может прийти, провести время, и там, где он чувствует, что его ждут. Вот в этом была проблема, потому что мы все оторвались от своих семей, от своих друзей, и поэтому, когда ты чувствуешь себя одиноко, нужно обязательно место и люди, которым ты дорог. И когда я сюда попала, тогда я действительно поняла, что здесь рады меня видеть, и что это место, куда я могу приходить и
Поэтому сейчас здесь такое место, куда мы можем пригласить большое количество людей, чтобы они почувствовали себя нужными, важными и чувствовали себя как дома здесь, общаясь со своими, даже встречают людей со своих городов, у них общие знакомые, общие интересы. Ну, в общем, это дорогого стоит. Ну да. Этот центр, он пережил такое преобразование. Во время, когда Анжелика тут впервые зашла, то именно эта комната была полна столами и везде такие большие горы одеждой. Чуть там за стеклянными дверями, там в комнате полно всяких продуктов и всякое такое. Но это было таки... Центр занимался основными нуждами человека, который на тот момент был, и государство много чего помогало, но не всегда сразу. И тогда армия спасения, может быть, играла ту первая помощь, такую роль. Но потом преобразовалось это место. И сейчас, как мы видим, это классно. Анжелика настаивала, что нужно хорошую, прекрасную мебель, чтобы красиво было, чтобы людям удобно было зайти, приятно тут быть. Поэтому тут много, тут светло, тут много такое пространства. И я думал, может быть, попросить посчитать все, что тут происходит, но там список... Может быть, начинаем по помещении, с этого места. Тут такой стол, чуть напоминает школу, как какой-то класс. Какие занятия на тут стене происходят? У нас есть доска, главным образом для занятий по изучению латышского языка. То есть перво-наперво очень важно осознавать то, что мы находимся в другой стране, и здесь государственный язык латышский, поэтому, чтобы благополучно интегрироваться в общество, найти хорошую работу, обязательно нужно знать государственный язык. Как минимум для того, чтобы сходить в поликлинику, либо прочитать какие-то документы, которые тебе присылают на почту, ну, чтобы понимать, что от тебя хотят. Поэтому мы решили проводить занятия по латышскому языку. Это больше разговорный клуб, не курсы какие-то, после которого сдают экзамен, а просто для того, чтобы научить людей хотя бы понимать, о чем речь вокруг происходит. Тут быструю паузу. Анжелика, когда говорит, она, ну да, тут разговорный клуб, но она сама это берет очень серьезно для себя. Уже какой уровень? Я сам не понимаю ничего в этих уровнях, но, может быть, те, кто вы смотрите. Ну, я уже сдала экзамен на B1 и прошла курсы B2, C1, но еще не сдавала экзамен. Но учится тут по вечерам в книгах, в офисе или здесь, очень-очень серьезно воспринимает. Это вопрос государственного языка и знания его. Поэтому это действительно говорит серьезно. Так, спасибо. Да, здесь же за этим столом у нас происходят все возможные активности. Это активности с детьми. Они очень любят делать поделки из термомозаики, брелочки. И причем я заметила, что это не только детям нравится, но и взрослые. Это как такой метод успокоения. То есть ты сидишь, ты погружаешься в собирание этих мозаичек один к одному, и потом получаешь красивый результат. Ну, это как бы всем нравится, и даже взрослым. Здесь у нас проходят лекции с психологом про родительско-детские отношения, про даже отношения в семье. Здесь у нас происходит арт-терапия. В общем, все, для чего нужны столы, происходит здесь. И, еще забыла, очень важно, у нас проходят уроки рисования, на которых люди действительно понимают, что они все-таки могут рисовать, потому что чаще всего они говорят: нет, я не приду, я не умею рисовать. И наша Злата рассказывает всем, что она может научить. Скрытый талант. Да. Насчет скрытых талантов, я вот думал, тебе был какой-то опыт руководства до позиции тут в армии спасения? Нет, абсолютно. Потому что, как я чуть представитель, может быть, центрального офиса, там, где начальники сидят, и до туда доходит как с команды этого центра, так и с клиентов только позитивные отзывы. Поэтому я думаю, может, тоже скрытый талант открылся. Ну, наверное, это больше желание. Желание помогать. То есть это как меня спасли, и я понимаю, что это реально, это возможно,
и я делаю это тоже для других людей, потому что я прошла через это и понимаю, что это возможно. Как вот концепция у армии спасения, что большинство волонтеров — это те, кто пережили эту травму. Ну, например, в социальном центре это волонтеры и солдаты, которые пережили, возможно, там жилье на улице или еще что-то. А в нашем центре волонтеры — это все украинцы-беженцы, практически, кроме учителей по латышскому языку, которые эмпатичны к тем, кто приходит. Они знают, что они пережили, они понимают, как можно с ними разговаривать, какие темы стоит затронуть, какие нет. Они точно знают, куда их отправить, чтобы им там помогли. То есть мы как сочувствующие, то есть, но в чем отличие между, например, украинцами и латышами, что чаще всего латыши нас жалеют, не давая, сложно вот объяснить. То есть мы можем показать на примере, что да, нам вас жалко, но вот смотрите, вот живой пример, что можно не унывать, можно найти работу, можно состояться, дальше продолжать жить. Со стороны, например, местного населения, мы чувствуем жалость, сострадание, но нет вот такое настроение, все пропало. Как будто бы, больше нас жалеют, поэтому иногда это немножко лишнее. Иногда нужна такая встряска небольшая. Местные, слушаем. Нет, хорошо. Нам это помогало в самом начале, когда мы только приехали. Это действительно, ты чувствуешь эту поддержку, это колоссально. Местные жители, латыши просто... Я в жизни никогда не думала, что будет такая поддержка. Но со временем человек может привыкнуть к этому ощущению, что его жалеют, и будет надеяться на кого-то другого, а не на свои силы. Поэтому важно в какой-то момент не дать рыбку, а научить ее поймать. Собственно, это главная такая задача центра, чтобы люди поняли, что они живут. Потому что некоторые взрослые, которые к нам приходят, они говорят, что мне казалось, что я умру, мне кажется, что я умираю, потому что у взрослых опыт жизни там намного больше, чем у молодых. Они привязываются к дому, то есть у них больше таких привязанностей. И когда здесь ты слышишь, что армия спасения меня спасла, я стала приходить к вам, и я заново живу, это... Беженец не штамп на лбу. Да. Ты человек, в тебе много всего не открытого еще, и тут, очевидно, за этим столом много чего открывается. Я знаю, что вы эти сумки делаете, там вышиваете и всякое, я даже не знаю, как вы там красите или вышиваете что-то, там всякие надписи и рисунки и всякое на сумках в результате оказывается. Так, в камере, наверное, не видно, но там за Анжеликой там есть компьютер. Да, у нас был учитель, она сейчас временно уехала в Украину, но она проводила занятия для тех, кто не умеет пользоваться компьютером. Здесь, в Латвии, мы столкнулись с тем, что все официальные письма, все официальные решения приходят на почту. У нас немножко была другая система, и поэтому, когда к тебе приходит письмо, и еще которое нужно открыть через стороннее какое-то приложение, которое защищено, на чужом языке все. Да, и все на чужом языке, поэтому люди сталкиваются с проблемой, которые даже никогда не пользовались компьютером. Им сейчас нужно это все делать, здравоохранение, все это в компьютере. И вот они приходили и обучались, как пользоваться. И без занятий, если кто-то сейчас оформляет, вы уже через это прошли, может к вам прийти. И вы у нас есть список знаете, где что сайтов для поиска работы, например. То есть, когда люди только приезжают, я предлагаю им, что они могут воспользоваться компьютером. Вот они сайты, вы можете поискать работу. Либо, если нужно распечатать какие-то документы, тоже мы можем распечатать. Да. Тогда есть детская зона. Да. Детская зона должна была быть здесь обязательно, несмотря на то, что есть дневной центр Патверумс, куда наши дети бегают постоянно. Патверумс нам уже известен с предыдущих интервью и находится как раз тут лестница спускается с двух сторон вниз в Патверумс. Да, и когда мне задавали вопрос, зачем нам нужен детский уголок, вот он Патверумс, возможно, он будет лишний.
Но зная то, что пережили мамы, этот стресс и как опасность того, что их могут разлучить с ребенком, некоторые мамы не отпускают своих детей далеко со своих глаз. Ну, то есть даже сидя здесь за этим столом и занимаясь, некоторым родителям тяжело отпустить ребенка даже вот вниз, потому что они уходят с их глаз и, ну, поэтому, чтобы не травмировать ни ребенка, ни маму, мы придумали, что здесь должен быть такой детский уголок. Ну и часто к нам приходят с малышами, которые, ну, сами самостоятельно не могут там за собой позаботиться, поэтому они здесь под присмотром родителей находятся. Детский угол очень приятен и признан хорошим моей дочери. Она каждое утро тут приходит такое сквозь, чтобы проверить, все ли на месте лежит, все ли так правильно. И так ей тут нравится. Так что да, признан хорошим. И тогда есть такое, это, я думаю, что там видно где-то в камере, такой больше угол отдыха, наверное. Это было, по-моему, то, что сначала, когда мы еще и думали покупать мебель, тогда Анжелик говорил, нужно просто место, где прийти посидеть, попить чай, почитать книгу и просто быть. Да, иногда... Ну, так как Рига все-таки не маленький город, иногда бывает, люди приезжают в больницу здесь, в центре, либо по каким-то своим другим делам, и вот разница во времени, например, от автобуса, они приезжают из другого города, вот между автобусом, например, и временем встречи назначенной, они приходят сюда, пьют кофе, общаются и проводят спокойно себе время не на вокзале где-нибудь, а здесь. Перед тем, когда тут были горы одежды и продукты, тогда статистику даже можно не повторять, там тысячи людей за месяц прошли через эти помещения, и во дворе большие очереди. Как сейчас статистика в среднем в месяце, например? Ну, в среднем в месяц примерно 500 посещений. Ну, то есть это могут быть одни и те же люди, но вот так, если совместить посещение магазинчика, посещение занятий, посещение у парикмахера, то да, где-то примерно 500, ну, плюс-минус. Упоминала магазинчик. Какие там правила? Я сами даже не знаю, как там происходит. Это тоже в этом здании. Если вы приходите сюда, то с Брунинеку, там такая главная дверь. Как зайти, так сразу справа магазинчик одежды и всяких таких вещей. Ну, магазинчиком мы его называем просто, чтобы понимать, что там происходит. По факту там нет продажи, там просто люди берут вещи, необходимые для них. Это может быть одежда, обувь, игрушки, посуда, книги. И просто оставляют пожертвования, кто сколько может. Никакой суммы определенной нет. Так что мы не продаем. Если вы приходите здесь что-то жертвовать, либо бесплатно, либо кто-то другой за символические суммы там оставляет, но мы не продаем так в буквальном смысле. Можно, ну тут открыт с 10? Да, с 10 до 4. До 4. Но магазинчик работает с 2 до 4. После обеда. Так как в социальном центре проходит служение, мы не можем немножко так. Для всего этого нужна команда. Численность твоей команды. Сложно определить численность этой команды, если честно. Меняется? Да, меняется. В среднем это вот те, которые постоянные, это 15-16 человек, но они могут быть не ежедневно приходить, а ну, в своем графике. То есть они совмещают работу и служение здесь, в армии спасения. Вот. Но есть у меня такие, которые как на работу ходят. Есть вот одна, которую Анжелика мамой называет. Такой правая рука. Она не только здесь мама, она еще и для социального центра. Ребята ее там и крестной называют, и мама, и, в общем, да. Это посланник с небес, мой помощник. Не знаю, иногда так латыши может только завидовать, насколько, как тут хорошо вот так набралась команда, как-то, не знаю, эта вся работа зашла в какие-то конкретные хорошие рельсы, которые работают и куда-то идут, людей доставляют куда-то, цели исполняются. Так что, не знаю, с моей стороны
как хочет, с одной стороны, развитие всего лучшего тут. С другой стороны, конечно, хочется, чтобы такие центры беженцев не нужны были. Но я так полагаю, что часть украинцев все-таки собирается здесь какое-то время быть и не спешить обратно. Значит, такой центр для них будет нужен. Конечно, мы, когда открывали это место, то это было сказано, что это не только эксклюзивно для украинцев и для других беженцев, всякие разные в Латвии, но эти всякие разные, они тут это не целевая страна для них, они тут проездом. Они могут также прийти, получить одежду и какие-то услуги, но они отправляются дальше. Многие из украинцев, они действительно полюбили эту страну. Мне кажется, Анжелика любит Латвию сейчас. И они с нами. Они здесь, и они будут. И будем дружить долго и счастливо. Я надеюсь, мы будем благополучно интегрироваться в общество, устраиваться на работу и жить счастливую жизнь. И вот как-то иногда я так смотрю с украинцев со стороны, и мне кажется, у них сердцебиение, там какая-то совсем другая фреквенция, и какая-то мощь, способность, и, не знаю, мы насчет эстонцев смеемся, что они такие чуть помедленнее остальных. Ну а сейчас приехали украинцы, и мы, латыши, чувствуем себя такие чуть помедленнее. Но я думаю, что они большая такая благословение для нашей страны со всем тем, что они приносят, такое сердцебиение другой фреквенции. Я перед тем упомянул услуги. Тут есть также услуги, хотелось бы упомянуть, это тоже классно. Парикмахеры? Да. Да, у нас с самого начала, когда мы еще предоставляли только кризисную помощь, у нас уже были волонтеры-парикмахеры, потому что когда ты приезжаешь с Украины и слышишь стоимость стрижки 15 евро, поначалу было просто отрицание. Но для нас 15 евро это была большая сумма, и точно не готовы были тратить на стрижку. Тогда мы искали желающих добровольцев, это были чаще всего из Украины, по-моему, только из Украины, и они стригли бесплатно своих сограждан. Вот. А сейчас уже мы вот так развернулись, что у нас... Бьюти-салон. Да, у нас волонтер отучилась здесь в Латвии, делает маникюр, то есть она приходит сюда, делает маникюр еще, вот, еще у нас есть коррекция бровей, в общем, мы даем почувствовать женщинам, себя женщинами, но по-другому не скажешь, потому что это все равно важная составляющая жизни. В Украине точно была, когда ты ухоженная, красивая, с красивыми ногтями, но здесь немножко другие цены. Очень немножко даже, я сказала бы. И мы к этому не можем себе позволить изначально, то есть поэтому есть такие места, куда можно прийти и почувствовать себя девочкой. Тут и твои таланты раскроет, и твою красоту раскроет. Стригут не только девочек, мальчиков тоже. Так что, мне кажется, прекрасное место, прекрасный руководитель, все рады. Все тут приходят, и только наша Анжелика. Так что, конечно, финансы из разных мест приходят, добровольцы, но хорошо, если такая... та структура, которая здесь сейчас, по-моему, она близко к идеальной. Может быть, она и идеальная, я не знаю, но я думаю, все мы люди, скажем, близко к идеальной. Да, такой наш центр беженцев. С моей стороны, наверное, все, но, может быть, что ты хочешь пожелать людям или просто сказать? Я при каждой возможности буду благодарить Армию спасения за то, что она есть, за то, что действительно в этом мире есть место, куда люди, которые попадают в очень сложные ситуации, могут обратиться и им помогут. Причем Армия спасения находится многие корпусов в Украине, то есть по всему миру 134 страны, по-моему, Армия спасения. И вообразить, какому количеству Армия спасения помогает, сложно. То есть когда ты чувствуешь, что тебе некуда идти, ты никому не нужен, ты не справляешься, либо тебе нужна помощь,
всегда знайте, что есть армия спасения, куда вы можете прийти со своей болью, со своими проблемами, поделиться, и армия спасения поможет, сначала накормит, искупает, и потом еще даст отдельный совет, либо поможет с трудоустройством. В общем, это такой один центр, куда вы можете прийти и к Богу, и за помощью физической. Поэтому большое спасибо Армии Спасения за то, что, в принципе, мы есть. И спасибо тебе. Спасибо тебе. Можем пользоваться твоими навыками и талантами и всем остальным, чтобы такое место у нас тут было. Спасибо. И до следующего раза.